Всем привет! В этом видео я буду вязать укороченный приталенный кардиган с удлиненной спинкой. Кардиган идет с цельновязной планкой, с тремя небольшими пуговичками диаметром 1,5 см и с V-образной горловиной. Вязать я буду на размер XS, но вы сможете связать подобный кардиган на любой размер, потому что мой мастер-класс не попительный, а расчетный. Вязать я буду на обхват груди 72 см и обхват талии 60 см. Все остальные замеры буду дальше в видео, когда мы будем делать расчеты. Вязать я буду пряжей Газал Baby Cotton. Для резинки я использую спицы 3,5 мм, для остального полотна спицы 4 мм. На мой размер при моей плотности у меня ушло 240 грамм пряжи. Это неполные 5 мотков. Вязать кардиган я буду снизу вверх. Провяжу сначала резинку, затем я буду удлинять спинку. Я удлиняла спинку на 10 сантиметров. Вам советую делать удлинение на высоту не более 5-6 см. После того, как удлинила спинку, сделала прибавки. После прибавок вяжу единым полотном спинку и 2 полочки до проймы. Провязала до проймы, затем делю вязание на 3 части: 2 полочки и спинку. Во время вязания полочек я делаю убавки для V-образной горловины. С одной стороны и то же самое с другой стороны. Затем перехожу на спинку. На спинке я сделала здесь небольшой вырез укороченными рядами без отрыва нити. После того, как спинка была готова, я сшиваю плечевые швы с помощью крючка. С этой стороны и то же самое с этой стороны. После того, как я сшила плечевые швы, перехожу на планку. Продолжаю вязать планку по спинке и здесь также соединяю шов с помощью крючка. На этом наше основное полотно готово, и мы переходим к рукавам. Я подняла петли, сделала прибавки по рукавам, потому что я хочу, чтобы мои рукава были широкими. Провязала на необходимую длину. Здесь я уже сделала убавки, провязала резинку и закрыла эластичным способом. На этом описание кардигана закончено. Перейдем к более подробным расчетам. Наш кардиган будет выглядеть примерно вот таким образом. Отметим на схеме те мерки, которые нам нужны будут для вязания. Сначала запишем те мерки, которые мы должны будем снять с модели. Это у нас идет длина выреза, у меня это 16 сантиметров, глубина выреза, у меня это 13 сантиметров, высота от начала резинки до подреза, у меня это 16 сантиметров, длина кардигана по переду, у меня это 34 сантиметра, и длина кардигана по спинке 44 сантиметра у меня. Получается, что спинка будет длиннее переда на 10 сантиметров. Затем запишем те мерки, с которыми нам нужно будет просто определиться. Это высота резинки, у меня это 2 сантиметра, и ширина планки, у меня это 3 сантиметра. И последние мерки, которые нам понадобятся, это обхват груди и обхват талии. Эти мерки можно будет взять из таблицы, либо также снять с модели. Обхват талии получается в моем случае 60 сантиметров, обхват груди 72 сантиметра. Это все, что касается мерок. Теперь, если вы не знаете плотность своего вязания, то вам нужно будет связать образец, провести ВТО и узнать, сколько петель и рядов приходится на 1 см. Плотность моего вязания 2,29 петель на 3 ряда. Теперь приступим к расчетам. Мы сделаем с вами расчеты от начала резинки до подреза, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти расчеты, а просто вязать. И начнем мы с вами с набора. Сколько же петель нам нужно будет набрать? Я буду вязать приталенный кардиган, поэтому за основу я буду брать обхват талии. У меня это 60 сантиметров. К этому значению прибавляем сантиметры на свободу облегания. Сантиметры можно брать в любом количестве, в зависимости от того, какой кардиган вы хотите, облегающий либо более свободный. Я прибавлю 1 сантиметр. И также прибавляем сантиметры планки. Так как у нас одна планка находит на другую планку, то при расчете набора мы учитываем только ширину одной планки, то есть 3 сантиметра. У меня получается 64 сантиметра. Теперь эти сантиметры я перевожу в
петли. Для этого 64 сантиметра я умножаю на плотность своего вязания. У меня получается 146,5 петель. Так как мы будем вязать с вами поворотными рядами, то это количество петель должно быть нечетным. Я буду вязать резинку 1 на 1, и мне нужно, чтобы у меня начиналось полотно с лицевой петли и заканчивалось полотно лицевой петлей. Поэтому мы округляем это значение до ближайшего нечетного. У меня это получается 147 петель. И также нам нужно будет прибавить 2 кромочные петли, так как вязать мы будем с вами поворотными рядами. Итого у меня получается 149 петель. То есть мне нужно будет набрать в самом начале 149 петель. Также переведем с вами планку в петли. 3 сантиметра я умножаю на плотность своего вязания. У меня получается 6,87 петель. Здесь нам нужно, чтобы это количество петель было четным, потому что мы будем с вами вязать планку. Мы начинаем с лицевой петли, она у нас заканчивается изнаночной петлей, и затем мы сразу начинаем вязать полотно с лицевой петли. Округляем это значение до четного числа в большую сторону. У меня это 8 петель. После того, как мы провяжем с вами резинку, мы будем вязать с вами спинку. Спинку мы будем вязать с вами укороченными рядами. В расчетах спинки у нас будут участвовать только петли основного полотна. Здесь я записываю спинка. Получается, что всего у меня 149 петель. Я отнимаю петли планки. Здесь мы уже отнимаем петли планки одной полочки, петли планки другой полочки. Минус 8 петель, минус 8 петель. И отнимаем 2 кромочные петли. У меня получается 131 петля. Теперь это количество петель мы делим на 2 части. У меня получается 66 петель плюс 65 петель. Вот получается мое полотно, мое вязание. Здесь у меня будет начало ряда. Я делю свое количество петель, 131 петлю, на 2 части. Это у меня перед, это у меня спинка. Так как у меня по передней части идет правая полочка и левая полочка, то на эту часть я беру четное количество петель, 66 петель, и делю сразу на 2 полочки. Получается по 33 петли. На спинку же у меня приходится нечетное количество петель, 65. Здесь запишу. И теперь мы это количество петель, 65 петель, делим на 3 части. У меня получается 22 плюс 22 плюс 21. На боковые части у нас приходится одинаковое количество петель, 22 петли, 22 петли. А на центральную часть спинки приходится оставшееся количество петель, 21 петля. Вязать укороченные ряды мы будем с вами следующим образом. Мы провяжем с вами петли полочки, затем боковую часть спинки, провяжем центральную часть спинки, захватим здесь необходимое количество петель, развернемся, снова провяжем центральную часть спинки, захватим необходимое количество петель здесь, снова развернемся, провяжем здесь необходимое количество петель, развернемся и здесь также захватим необходимое количество петель. И будем вязать с вами до тех пор, пока не провяжем полностью петли боковой части. Моя спинка, как я уже говорила, длиннее переда на 10 сантиметров. Переводим 10 сантиметров в ряды. Мне нужно будет умножить на 3 ряда. У меня получается 30 рядов. Так как у нас 2 боковые части, то мы эти 30 рядов делим на 2 части. Получается 15 рядов. Нам нужно будет за 15 рядов провязать 22 петли. И чтобы знать, сколько петель нам нужно будет захватывать с боковых частей, мы 22 петли боковой части делим на количество рядов, 15 рядов. У меня получается 1,5 петли. То есть мне нужно будет провязывать сначала то одну, то 2 петли, 1-2 петли.
И мое распределение петель будет выглядеть следующим образом. Я запишу прям по рядам, как я буду провязывать петли. То есть я буду провязывать ряды, провяжу первый ряд, захвачу одну петлю с одной стороны и одну петлю с другой стороны. Затем буду вязать следующий ряд, провяжу центральную часть петель. Здесь уже захвачу сначала 2 петли, развернусь, затем здесь захвачу 2 петли. Вот здесь вот у меня ровно 22 петли. То есть я за 15 рядов провяжу все 22 петли. После того, как удлиним спинку, мы будем расширять наш кардиганчик. Для того, чтобы узнать, сколько петель нам нужно будет прибавить, мы обхват груди обхватали и переведем в петли. Здесь уже петли планки участвовать не будут. Берем обхват талии. Он у меня 60 сантиметров. Прибавляем свободу облегания. Вспоминаем, что я на свободу прибавляла 1 сантиметр. Прибавлю 1 сантиметр, получается 61 сантиметр мне нужно умножить на плотность своего вязания. 2,29 петель. И у меня получается здесь 140 петель. Теперь переводим петли обхват груди. У меня обхват груди 72 сантиметра. На свободу облегания я здесь прибавляю 2 сантиметра. Получается 74 сантиметра я умножаю на плотность своего вязания. У меня получается 170 петель. Теперь от 170 я отнимаю 140 петель. Получается 30 петель. Значит, мне нужно будет прибавить после того, как я удлиню спинку, 30 петель. Чтобы знать, как часто мне нужно будет делать прибавки в ряду, я вот это количество петель, 131 петлю, у вас это может быть другое значение, 131 петлю делю на вот это количество петель, на разницу, которая у меня получилась. Получается 4,4 петли. То есть мне нужно будет в ряду прибавлять то после 4 петли, то после 5 петли. Сейчас я здесь напишу, как у меня будет идти распределение, и покажу вам. Я расписала, как будут идти мои прибавки в ряду. Вы можете распределить прибавки абсолютно иначе. Даже если ваше значение совпадает с моим, прибавки вы можете сделать по-другому. Главное, смотрите, чтобы они распределялись симметрично. Чтобы не было такого, что в начале кардигана, к примеру, вы делаете прибавки после каждой 3 петли, а в конце кардигана после каждой 5 петли. Итак, что касается моих прибавок. Получается, что я провяжу 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4. После этой петли я делаю прибавку. Вяжу дальше 5, 6, 7, 8, делаю прибавку. 9, 10, 11, 12, делаю прибавку. То есть я буду делать прибавку после каждой петли, которая у меня здесь указана. Итак, я сделаю 30 прибавок в ряду. Если посчитать все вот эти петли, то у меня здесь будет ровно 30 петель. После того, как мы сделаем прибавки, мы будем с вами продолжать вязать без изменений, просто лицевой гладью до подреза. Мы провязали с вами какое-то количество сантиметров, и дальше мы будем продолжать вязать, пока не достигнем необходимой высоты. Мне нужно будет провязать 16 сантиметров. На этом наши расчеты закончены. Если вам сейчас что-то было непонятно, то мы приступим к вязанию, и все будет более понятно. Набрали необходимое количество петель и будем вязать первый изнаночный ряд. Этот ряд мы провяжем резинкой 1 на 1. Кромочную петлю снимаем, и так как это у нас изнаночный ряд, то начинаем вязать мы его с изнаночной петли. Провязываем одну изнаночную петлю, одну лицевую, одну изнаночную петлю, одну лицевую. Итак, будем с вами чередовать изнаночную лицевую петлю до конца, последнюю петлю кромочную провязываем изнаночной. Я провязала первый ряд, развернула работу и отметила петли планки. Здесь у меня 1 кромочная петля, 8 петель планки, маркер, основное полотно, маркер, 8 петель планки, 1 кромочная петля. Начинаем вязать второй лицевой ряд.
Здесь у нас петли планки будут провязываться следующим образом. Кромочную петлю снимаем не провязанной. Следующая петля у нас лицевая. Ее мы также снимаем не провязанной, рабочая нить за работой. Изнаночная петля, ее провязываем. Снова снимаем лицевую петлю, оставляя нить за работой. Изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем. Мы с вами провязали планку, маркер перекидываем. Дальше у нас идет основное полотно. Здесь мы вяжем с вами резинку 1 на 1 по рисунку. Там, где у нас была изнаночная петля, вяжем изнаночной петлей. Там, где была лицевая петля, вяжем лицевой петлей. И так вяжем до следующего маркера. Дошли до планки, маркер перекидываем. Здесь у нас первая петля изнаночная, ее мы провязываем. Лицевую снимаем, оставляя нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Провязываем изнаночную, лицевую снимаем. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, кромочную провязываем изнаночной. Работу поворачиваем. Будем вязать третий изнаночный ряд. Здесь мы будем вязать и петли планки, и полностью полотно по рисунку. Сначала у нас идет изнаночная петля, затем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали с вами петли планки и дальше вяжем также по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязываем с вами так до конца и провязываем на высоту примерно 1 сантиметр. В изнаночном ряду мы петли основного полотна и петли планки провязываем по рисунку. В лицевом ряду петли полотна также провязываем по рисунку резинкой 1 на 1, а петли планки провязываем так же, как мы вязали здесь. То есть лицевую снимаем, оставляя нить за работой, изнаночную провязываем. Вяжем так самостоятельно. Я довязала третий ряд, провязала четвертый ряд, и здесь у меня 1 сантиметр. И теперь в этом изнаночном пятом ряду я буду делать петельку для пуговицы. Так как у меня ряд изнаночный, я остановилась на левой планке, а петельку для пуговички мы будем делать на правой планке. Поэтому я довяжу все петли до правой планки, и мы с вами встретимся, чтобы вместе сделать петельку. Я дошла до правой планки, маркер перекидываю. Напоминаю, что это у меня изнаночный ряд, поэтому петли планки я буду провязывать по рисунку. Формируем с вами петельку для пуговицы. Провязываем одну лицевую петлю, одну изнаночную, одну лицевую петлю. Теперь 2 петли вместе провязываем изнаночной. Делаем накид. Провязываем одну изнаночную петлю, одну лицевую, одну изнаночную, кромочную. Работу разворачиваем. Здесь у меня идет лицевой ряд, поэтому лицевые петли будем снимать. Кромочную сняли, лицевую снимаем, нить за работой, изнаночную. Лицевую снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем не скрещенно, для того, чтобы у нас образовалась петелька. Дальше у нас идет лицевая, мы ее снимаем, изнаночную провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Петли планки мы провязали. Дальше будем вязать основное полотно по рисунку. Провяжем петли следующей планки. И теперь нам нужна высота 2 сантиметра, начиная от наборного края. Я провязала 6 лицевой, 7 изнаночный ряд. И здесь у меня резинка 2 сантиметра. Вот такая петелька у меня получилась. Для моей пуговички в 15 миллиметров эта петелька подходит идеально. Теперь мы перестаем с вами вязать резинку и переходим на лицевую гладь.
Петли планки будем продолжать вязать также с вытянутыми лицевыми петлями, а основное полотно будем вязать уже лицевой гладью. Берем в работу основные спицы и провяжем установочный ряд, в котором развесим маркеры, отмечающие центральную часть спинки. У меня это лицевой ряд, я кромочную снимаю, лицевую снимаю не провязанной, изнаночную, лицевая не провязанная, изнаночная, лицевая не провязанная, изнаночная, лицевая не провязанная, изнаночная. Маркер перебрасываем. Теперь мне нужно будет провязать 33 лицевые петли. 31, 32, 33. Провязали петли одной полочки. Здесь маркер не вешаем и продолжаем вязать 1/3 часть спинки. 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22. Вешаем маркер. Дальше у меня идет 21 петля центральной части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21. Вешаем маркер. И дальше у нас идет все симметрично. 22 петли это часть спинки, 33 петли полочка, 8 петель планки и кромочная. Довязали установочный ряд до конца и теперь будем вязать укороченные ряды. Для этого нам нужно будет провязать петли до первого маркера. У меня изнаночный ряд, поэтому я буду вязать все петли изнаночные. Планку я провязываю резинкой 1 на 1, остальные все петли я провязываю изнаночными. Провяжем так до начала первого маркера. Дошли до первого маркера центральной части, маркер переснимаем и провязываем все петли изнаночными до следующего маркера. Провязываем всю центральную часть спинки. Довязали, маркер перекидываем. Теперь смотрим в расчетах, сколько петель нам нужно провязать после маркера. У меня это 1 петля. Провязываю ее изнаночной. Работу разворачиваю. Теперь первую петельку я снимаю, не провязанной, перевожу ниточку вперед. У меня получилась вот такая задвоенная петля. Маркер переснимаю и провязываю лицевыми петлями все петли центральной части до следующего маркера. Дошли до следующего маркера, маркер перекидываем, провязываем 1 петлю лицевой, так же как у нас было здесь, симметрично. Работу разворачиваем, снимаем эту петельку и ниточку переводим вперед. Вот она, наша задвоенная петля. Маркер перекидываем, и мы с вами провязали первый ряд. Отмечаем у себя в расчетах, что мы провязали один ряд в одну сторону, один ряд в другую сторону. Теперь провязываем изнаночными петлями нашу центральную часть. Провязали центральную часть, перебросили маркер. Вот она, наша сдвоенная петля. Ее нам нужно провязать вместе снизу, подхватывая обе стеночки. Подхватили и провязываем изнаночной. Сдвоенную петлю провязали.
И теперь нам нужно будет провязать, как у нас идет во втором ряду по расчетам. У меня идет 2 изнаночные петли. 1, 2. Поворачиваем работу. Первую петлю снимаем, переводим нить вперед. Ниточку хорошо подтягиваем. Наша сдвоенная петля. Продолжаем вязать лицевыми до следующей сдвоенной петли. Маркер перебрасываем. Вот она, наша сдвоенная петля. Ее мы провязываем снизу. Таким вот образом подхватываем и провязываем. Теперь нам нужно провязать 2 лицевые петли. Работу разворачиваем. Отмечаем в расчетах, что мы провязали еще один ряд. Петельку снимаем, переводим нить вперед. У нас образовалась сдвоенная петля. Провязываем изнаночные петли до следующих сдвоенных петель. Моя сдвоенная петля, ее я провязываю изнаночной, подхватывая обе стеночки. И теперь у меня по расчетам идет третий ряд, в котором я должна провязать одну петлю. Я ее провязала, работу разворачиваю, снимаю петельку, нить перевожу вперед, хорошо подтягиваем и вяжем дальше лицевыми петлями. Эти маркеры можно убрать, можно оставить, как вам удобно. Теперь мы будем вязать от одной сдвоенной петли до другой сдвоенной петли. Я дошла до сдвоенной петли, ее провязываю снизу, подхватывая обе стеночки. И провязываю одну петлю. Мы провязали с вами третий ряд. Работу поворачиваем, снимаем петельку, ниточку переводим вперед, хорошо подтягиваем. Вяжем сейчас четвертый ряд. И таким образом будем с вами вязать до конца, пока не провяжем все ряды, которые у нас получились по расчетам. Я вяжу четвертый ряд, у меня в четвертом ряду идет 2 петли после сдвоенной. Работу развернула, сняла петельку, нить перевела вперед, вяжу лицевыми петлями до следующей сдвоенной петли.
моя сдвоенная петля, провязываю ее и 2 петли. Мы провязали с вами 4-й ряд, и уже видно, как удлиняется спинка. Все последующие ряды провяжем самостоятельно и встретимся. Я вяжу свой последний 15-й укороченный ряд. Изнаночную сторону я уже провязала, сделала сдвоенную петлю, возвращаюсь обратно лицевыми петлями, провязала сдвоенную петлю, здесь у меня была сдвоенная петля, провязала одну лицевую, как у меня идет по схеме. Теперь я работу поворачиваю, последнюю петельку я также снимаю, нить перевожу назад, делаю сдвоенную петлю. И теперь мы с вами будем провязывать все петли изнаночными до конца. Как вы помните, мы начинали с вами вязать укороченные ряды по изнаночной стороне. Мы провязали до маркера центральной части, потом развернулись и начали вязать укороченные ряды. Так вот, сейчас мы провязываем все петли до сдвоенной петли, провязываем сдвоенную петлю, продолжаем дальше вязать, до конца вяжем планку и разворачиваемся дальше на лицевую сторону. В лицевой стороне мы с вами уже встретимся. И если вы не уверены, правильно ли вы связали укороченные ряды, себя можно проверить. У нас с одной стороны сдвоенная петля, с другой стороны сдвоенная петля. И вот в последнем ряду от сдвоенной петли до планки, здесь от сдвоенной петли до планки у нас должны быть петли полочки. У меня здесь ровно по 33 петли. 33 петли здесь, 33 петли здесь. Значит, все правильно. Провязываем с вами изнаночную сторону до конца и встретимся. Я провязала полностью все укороченные ряды, закончила вязать изнаночный ряд. Вот так вот выглядит спинка. После ВТО она разгладится и будет ровненькая. И вот так будет выглядеть наша спинка уже в готовом изделии. И теперь начнем вязать лицевой ряд. В лицевом ряду мы будем делать с вами прибавки. Сначала провязываем петли планки. Кромочную снимаем, лицевую снимаем не провязанной, изнаночная. Лицевая не провязанная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Планку провязали. Теперь делаем прибавки. Прибавки будем делать в тех местах, которые у нас получились при расчетах. Я буду делать прибавки в каждой 4-й петле. Для этого я провязываю 3 лицевые петли, 1, 2, 3, и буду делать прибавку. Прибавку можно делать любым удобным для вас способом. Можно делать накидом, можно делать прибавку из протяжки. Я буду делать прибавку из лицевой петли. То есть я провязываю сначала лицевую петлю за заднюю стенку, не снимая, провязываю лицевую петлю за переднюю стенку. Из одной петли я вывязала 2 лицевые петли. Снова провязываю 3 петли, 1, 2, 3 и делаю прибавку за заднюю стеночку и за переднюю. 3 лицевые, 1, 2, 3. Прибавка. И таким образом, делая прибавки, я провяжу до конца ряда. Провяжу петли планки, работу разверну и буду вязать изнаночный ряд. Итак, я буду вязать лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями на необходимую мне высоту. Мне нужно будет провязать 16 сантиметров до подрезов. И я буду смотреть по резинке по передней части. Начиная от начала ряда, мне нужно будет провязать 16 сантиметров. Не забываем, что во всех лицевых рядах мы полотно вяжем лицевыми, планку мы вяжем вытянутыми лицевыми, изнаночный ряд мы вяжем изнаночными петлями, а планку в изнаночном ряду мы вяжем резинкой 1 на 1. И также не забывайте, что нам нужно будет сделать петельки. Делайте петельки, как вам нравится, примерно через каждые 5-7 сантиметров. Провяжем на необходимую высоту самостоятельно и встретимся. Я провязала свой кардиган до подреза. Здесь у меня от начала резинки
до спицы 16 сантиметров. Сделала еще одну петельку для пуговицы. Между петлями у меня примерно 7,5 сантиметров. Третью петельку я пока не делала, потому что здесь у меня меньше 7 сантиметров. И теперь мы будем делить вязание на 3 части. На правую полочку, левую полочку и спинку. У меня на спицах, не считая петель планки, сейчас 161 петля. То есть у меня идет кромочная петля, 8 петель планки, дальше идут петли основного полотна, 161 петля, дальше снова идут 8 петель планки и 1 кромочная. Посмотрим по нашим расчетам. Вот на этой схеме показано, что у меня была 131 петля. Затем мы с вами прибавили необходимое количество петель. Я прибавила 30 петель. 131 плюс 30 получается 161 петля. И теперь разделим это количество петель пополам. Здесь у меня 161 петля без учета планок. На планку у меня отдельно идут петли по 8 петель. И теперь эту 161 петлю я делю на 2 части. У меня получается 80 и 81 петля. На полочке я отвожу четное количество петель 80, так как у меня 2 полочки, я 80 делю пополам, по 40 петель. Здесь 40 петель и здесь 40 петель. На спинку у меня идет нечетное количество петель 81 петля. И теперь перейдем вот к этой схеме. После того, как я разделю свое вязание на 3 части, мне нужно будет провязать необходимое количество петель от подреза до начала выреза. У меня длина кардигана 34 сантиметра по переду. От этой мерки я отнимаю 13 сантиметров, это глубина выреза, и отнимаю 16 сантиметров высоту до подреза. И у меня остается 5 сантиметров. Это та высота, которая идет от подреза до начала выреза. Эту высоту мне нужно будет провязать раздельно. Отдельно на одной полочке, отдельно на другой полочке, отдельно на спинке. Итак, берем наше вязание. Сначала провязываем петли планки. Переснимаем маркер. И дальше нам нужно будет провязать 40 петель полочки. Из них 39 мы провязываем лицевыми, а последнюю 40-ю петлю провязываем изнаночной. Это у нас будет кромочная петля. Начинаем вязать 39 лицевых петель. 37, 38, 39. Последнюю 40-ю петлю я провязываю изнаночной. Работу разворачиваем. Первую кромочную мы снимаем и дальше провязываем все петли изнаночными. Мы разделили правую полочку и спинку, вот здесь вот видно. Вы можете переснять эти петли на дополнительные спицы того же размера, либо продолжать вязать теми же самыми спицами. Я буду вязать спицами, которыми вязала и до этого. Если вам нужно будет сделать петельку, не забывайте ее сделать. И теперь продолжаем вязать на ту высоту, которая необходима. Мне нужно будет провязать 5 сантиметров. После того, как я провяжу эту высоту, мы с вами встретимся, чтобы начать делать V-образный вырез. Я провязала необходимое количество рядов, и теперь у меня здесь от начала вязания до конца вязания 21 сантиметр. 16 сантиметров до подреза и плюс еще 5 сантиметров до начала выреза. Я сделала еще одну петельку для пуговицы, и теперь у меня здесь 3 петельки. И приступим к расчетам V-образного выреза. Я нарисовала вот такую схему. Это у меня правая полочка, получается вот так вот, это ее часть. И перепишем на эту схему те данные, которые нам понадобятся. Это глубина выреза, у меня это 13 сантиметров. И длина выреза. Так как у нас здесь идет только одна полочка, то нам нужно вот это значение разделить пополам. 16 делю на 2 будет 8. 8 сантиметров. 8 сантиметров у меня приходится на одну полочку и 8 сантиметров приходится на другую полочку. Теперь эти значения переведу в петли и ряды.
8 сантиметров я умножаю на плотность своего вязания 2,29 петель. У меня получается 18,32 петли, либо округляю до целого числа 18 петель. 13 сантиметров перевожу в ряды, умножаю на 3 ряда. У меня получается 39 рядов. Перепишу сюда, здесь у меня 39 рядов, а здесь 18 петель. Вот эта вот часть. 18 петель. Всего у меня правая полочка состоит из 40 петель. Мы с вами вот здесь вот рассчитывали. Вот они мои 40 петель. Получается, что после того, как я сделаю убавки, убавлю 18 петель, у меня должно остаться 22 петли. Для формирования V-образного выреза мне нужно за 39 рядов убавить 18 петель. Убавки я буду делать только в лицевых рядах. Поэтому мне нужно вот это количество рядов, у меня здесь нечетное, округлить до четного числа. Я беру 40 рядов. Здесь у меня получается лицевые плюс изнаночные ряды. Чтобы знать, сколько здесь лицевых рядов, мы 40 делим пополам. Получается 20 лицевых рядов. То есть мне нужно за 20 лицевых рядов убрать 18 петель. Чтобы знать, как часто мы будем делать убавки, нужно 20 лицевых рядов разделить на 18 петель. Получается 1,1. То есть с этой частотой мне нужно будет делать убавки. Я запишу 20 своих рядов. И свои убавки я распределю следующим образом. Я первую убавку сделаю во втором лицевом ряду, следующую убавку опять во втором лицевом ряду, и затем буду делать убавки в каждом лицевом ряду. Итого, если я посчитаю все свои точки, у меня здесь будет 18 петель. То есть я уберу 18 петель. Если по вашим расчетам получилось, что вам нужно будет убавить 20 петель, то вы делаете убавки в каждом ряду. Если, к примеру, у вас частота убавок получилась 1,7, тогда вы делаете убавки так же, как и я. То есть сначала во втором ряду, потом опять во втором ряду, опять во втором ряду. И только потом, когда вы уже сделаете убавки в каждом втором ряду, будете делать убавки в каждом лицевом ряду. Это все, что касается расчетов по V-образному вырезу. И теперь приступим к вязанию. Вначале я провяжу один лицевой ряд без изменений, провяжу изнаночный ряд. И когда у меня будет идти второй лицевой ряд с убавкой, мы с вами встретимся. Я провязала первый лицевой ряд без убавок, и теперь начинаю вязать второй лицевой ряд, в котором буду делать убавку. Вначале мы провязываем петли планки. Перекидываем маркер, и теперь нам нужно будет сделать убавку с наклоном влево. Для этого мы эти две петли провязываем вместе лицевой сверху. Вот она наша убавка. Дальше мы продолжаем вязать с вами лицевыми петлями до конца. Затем развернемся и провяжем изнаночный ряд. И затем будем с вами вязать так, как указано в расчетах. Следующий третий лицевой ряд я провяжу без изменений, и потом, начиная с четвертого ряда, буду делать в каждом ряду по убавке. Убавки будем делать везде таким же образом, как делали ее здесь. То есть наклоном влево провязываю 2 петли вместе сверху. Провяжем с вами до конца и встретимся. Я довязала правую полочку. Оставшиеся петли я пересняла на дополнительную спицу. Здесь у меня 1 кромочная петля, 8 петель планки и 22 петли плеча. Ниточку я отрезать не буду, потому что когда мы с вами провяжем спинку, мы будем продолжать вязать планочку. И для того, чтобы не прикреплять снова ниточку, я просто ее оставлю сейчас. И начнем вязать с вами левую полочку. Мы начинали вязать правую полочку с лицевой стороны, провязали лицевой ряд и потом начали разворачиваться. Поэтому для левой полочки мы также начинаем вязание с лицевой стороны. Мы отсчитываем от маркера, разделяющего планку и полочку, 40 петель.
как у нас было в расчетах, и вешаем маркер. И так как я вяжу теми же спицами, что и весь кардиган, я сначала пересниму вот эти петли на спицу и вернусь. Я пересняла петли левой планки и теперь буду вязать ее в точности так же, как вязала правую планку. Вспомним наши расчеты. После того, как я разделила вязание на 3 части, я провязала поворотными рядами 5 сантиметров без изменений. То же самое я буду делать и сейчас. Берем ниточку. Я взяла ниточку с конца клубочка, которым вязала правую планку. Вы можете взять ниточку с другого клубочка. Оставляем кончик подлиннее, для того, чтобы потом могли спрятать с помощью иголки. И начинаем вязать первый ряд. Первую петлю кромочную мы не снимаем, а провязываем лицевой. И продолжаем дальше вязать все петли лицевыми. Затем, когда мы развернемся, эту петлю мы уже провяжем с вами изнаночной. Это наша кромочная петля. И будем так с вами вязать до тех пор, пока не провяжем необходимую высоту. У меня это 5 сантиметров. И затем, когда начнем делать V-образный вырез, я провяжу первый ряд без изменений, и мы с вами встретимся тогда, когда будем делать убавку. Я провязала 5 сантиметров, провязала первый лицевой ряд без убавок, и теперь начинаю вязать второй лицевой ряд, где должна сделать убавку. Мы провяжем с вами полностью все петли лицевыми до тех пор, пока у нас до планки не останется 2 петли. У меня осталось 2 петли до маркера. Теперь нам нужно сделать убавку с наклоном вправо. Для этого мы переснимаем 2 петельки, разворачиваем их и провязываем 2 петли лицевой снизу. Наша убавка готова. Маркер и провязываем петли планки. Вяжем следующий изнаночный ряд. У нас готов второй ряд. И дальше вяжем с вами в точности так же, как вязали правую планку. Единственное, теперь мы делаем убавку с наклоном вправо. Для этого провязываю ее снизу, предварительно развернув петли. Провязываем самостоятельно. Я провязала полностью левую полочку. Вот так вот выглядит мой вырез. Свободные петли я также пересняла на спицу и оставила ниточку. Ее я не отрезала. Сейчас мы с вами начнем вязать спинку и будем делать по спинке небольшое углубление. Я уже начала вязать спинку. Сейчас я вам расскажу, как ее вязать и как нужно будет делать углубление. Когда начнем вязать спинку, мы присоединимся также с лицевой стороны. Присоединим ниточку и начнем вязать поворотными рядами, без изменений, без прибавок и без убавок до тех пор, пока не дойдем до выреза по спинке. Провязать нам высоту нужно будет такое же количество рядов, как и по передней части. То есть сначала мне нужно будет провязать 5 сантиметров, а затем мне нужно будет провязать 20 лицевых рядов, либо 40 рядов лицевой плюс изнаночный. Но в этих рядах, 20 лицевых рядах, нам нужно будет оставить петли для горловины. Сделаем небольшие расчеты. Я нарисовала вот такую схему. Это мой вырез по спинке, плечо, вырез, плечо. И перенесем на эту схему те данные, которые нам известны. Первая мерка, которая нам известна, это длина выреза. У меня это 16 сантиметров. Вторая мерка, которая нам понадобится, это глубина выреза. Глубина выреза по спинке идет от 1 до 2 сантиметров. Вы определяетесь, какое количество сантиметров вам нужно. Я взяла 2 сантиметра. Теперь переведем эти данные в петли и ряды. Умножаю 16 сантиметров на плотность своего вязания. У меня получается 36,64. Либо округляю до целого числа 37 петель. 2 сантиметра я перевожу в ряды. У меня получается 6 рядов. Переписываю эти значения вот сюда, в петлях и в рядах. Здесь у меня 37 петель, здесь у меня 6 рядов. Можно даже себя проверить. У меня сейчас на спицах, не считая петель планки, 22 петли плеча. Так же, как у нас было здесь вот в расчетах, когда мы вычисляли V-образный вырез. 22 петли плеча. 22 петли здесь, 22 петли здесь. Если
суммировать эти три значения 22, 37 и 22, то у меня получится 81, то есть то количество петель, которое у меня идет по спинке. Вязать вырез мы будем с вами укороченными рядами. И чтобы знать, какое количество петель нам нужно будет сокращать, мы делим нашу горловину на две части. Так как 37 нечетное число, то мы одну петельку выводим вот сюда вот, в серединку. Получается 36. 36 уже делится пополам. Получается, на каждую половинку приходится по 18 петель. Убавки мы будем делать в каждом лицевом ряду. 6 рядов делим пополам, получается 3 лицевых ряда. Записываем первый лицевой ряд, второй лицевой ряд, третий лицевой ряд. Мы разделили нашу горловину на 3 части. Здесь и то же самое симметрично идет здесь. Вот эту часть мы не будем с вами изменять. То есть здесь будет идти вот такое вот прямое полотно. То есть эти петли мы не будем сокращать. Это значение равняется 5 сантиметрам. При любом размере кардигана эта мерка будет равняться 5 сантиметрам. Переведем эти сантиметры в петли, умножаем на плотность вязания. У меня получается 14,5 петель. И округляем до ближайшего четного числа. 14 петель. Получается, что вот это расстояние у меня 14 петель. Делю пополам, 7 петель здесь, 7 петель здесь. Итого, если суммировать эти три числа, у меня получается неизменными будут 15 центральных петель. 7, 1, 7. И теперь узнаем, сколько петель у нас приходится вот еще на эти две части. Для этого мы от 18 отнимаем 7 петель. У меня получается 11 петель остается в остатке. То есть сначала мы убавим 7 петель. Дальше мы будем с вами записывать то число петель, которое мы убавим. У нас и должно идти от большего числа к меньшему числу. У меня осталось 11 петель. Затем я убавлю еще 6 петель. И у меня останется 11 петель минус 6, 5 петель. И уже в третьем лицевом ряду я убавлю 5 петель. 6 петель здесь, 5 петель здесь. И то же самое здесь 7, 6, 5. Итого здесь получается 18 петель. 5 минус 5 равно 0. Это все, что касается расчетов. Получается, что нам нужно будет оставить для выреза 3 лицевых ряда или 6 рядов. Значит, когда мы начинаем вязать спинку, мы сначала провязываем 5 сантиметров. Затем мы провязываем необходимое количество рядов. У меня это 20 лицевых рядов. Но не довязываем 3 лицевых ряда. То есть мне нужно будет провязать еще 17 лицевых рядов. Или 34. Я провяжу 34 ряда лицевые изнаночные. И когда у меня останется 6 рядов, вот эти 6 рядов, мы с вами встретимся и будем вместе вязать горловину укороченными рядами. Начинаем вязать вырез по спинке. Я отделила петли плеча от петель спинки. У меня идет 22 петли, маркер, петли спинки, маркер и 22 петли плеча. И вот эти вот петли, которые у нас между маркером, мы также с вами делим. Мне нужно выделить 15 центральных петель. У меня здесь 18 петель, получается, на одну часть приходится. Я от 18 отнимаю 7, значит, мне от этого маркера нужно отсчитать 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вешаю маркер. Также я считаю от этого маркера 11 петель. В правую сторону вешаю маркер. И между маркерами у меня остается 15 петель. Начинаем с вами вязать первый ряд укороченного ряда. Мы провязываем с вами все петли лицевыми до первого маркера. Вот до этого. Провязываем петли плеча, петли одной половинки по спинке до этого маркера. Провязали до маркера центральной части. У нас в эту центральную часть входит одна часть, вот эти вот 7 петель. Одна часть нашего первого ряда. Теперь работу мы разворачиваем. Работу развернули. Делаем накид и продолжаем вязать все петли изнаночными. Провязываем так абсолютно все петли. Довязали, работу поворачиваем. Мы с вами провязали первый ряд полностью, провязали и лицевой, и изнаночный.
Вяжем второй ряд. Здесь мне нужно будет не довязать 6 петель. Здесь мы провязываем петли плеча. Вот здесь вот у меня идет накид. Я должна не довязать 6 петель. Накид 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, я провязываю петли плеча, и мне нужно провязать еще 1, 2, 3, 4, 5 петель. Мне нужно будет провязать. Провязали петли плеча, маркер перекидываем. Теперь провязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мой накид. Вот мои 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работу поворачиваем. Делаем накид. И провязываем до конца в обратном направлении все петли изнаночными. Довязали. Работу снова разворачиваем на лицевую сторону и отмечаем, что мы провязали здесь и лицевой, и изнаночный ряд. Лицевой плюс изнаночный. Здесь также мы провязали один лицевой ряд, один изнаночный ряд. Начинаем вязать третий ряд. У нас должно перед накидом остаться 5 петель. Петли плеча. Вот он мой накид. И 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все верно. Теперь в этом ряду мы провяжем с вами полностью все петли. Провяжем петли плеча, провяжем вот эти вот 4 петли, а когда дойдем до накида, мы с вами встретимся. Дошли до накида. Теперь мы этот накид и следующую петлю провяжем вместе снизу. Снимаем накид, снимаем петлю, разворачиваем ее. И теперь 2 эти петельки провязываем вместе снизу. Провязываем дальше все петли лицевыми. Следующий мой накид, я его снимаю, убираю маркер, петелька, разворачиваю и провязываю эти 2 петли вместе. И дальше продолжаем вязать все петли лицевыми до самого конца, вот отсюда. И получается, что в третьем ряду мы с вами его провязали, и здесь мы провязали только лицевой ряд. И получается, что мы провязали вот эту часть горловины. Сейчас мы с вами провяжем все петли до конца и будем вязать вот эту часть горловины. Провязали полностью ряд до конца лицевыми петлями. Работу поворачиваем. И если при вязании этой половины выреза мы делали накиды с изнаночной стороны, то при вязании этой половины мы будем делать накиды с лицевой стороны. Начинаем вязать вторую часть выреза. Кромочную петлю снимаем. И дальше провязываем все петли изнаночными до нашего маркера, который отмечает центральную часть по спинке. То есть провяжем петли плеча и провязываем петли изнаночными до маркера. Довязали до маркера. Работу поворачиваем и отмечаем на схеме, что мы провязали один лицевой ряд, когда вязали полностью все петли, и сейчас провязали один изнаночный ряд. Делаем накид и продолжаем вязать все лицевые петли до конца. Довязали, работу разворачиваем, и теперь нам нужно, чтобы у нас до накида оставалось 6 петель. Провязываем все петли изнаночными. Сначала провязываем петли плеча. Затем доходим до накида. И у нас должно остаться 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остальные 5 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали петли плеча, маркер перекидываем и провязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у меня остается 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и мой накид. Отмечаем.
что мы провязали лицевой ряд и изнаночный ряд. Работу поворачиваем, делаем накид и провязываем все лицевые петли до конца. Провязали ряд до конца, работу развернули, и мы с вами провязали лицевой ряд. И теперь будем вязать изнаночный, но сначала себя проверим. У меня идет здесь 7 петель, затем маркер, накид 6 петель, накид 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. И дальше идет накид и 5 петель. Накид 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. И теперь мы с вами будем провязывать изнаночными петлями до конца абсолютно весь ряд. Тем самым мы провяжем один изнаночный ряд с этой стороны выреза и один изнаночный ряд, который у нас здесь не провязан, с другой стороны выреза. Провяжем с вами петли плеча изнаночными, провяжем изнаночные петли до накида и затем с вами встретимся, чтобы провязать накид и следующую петлю вместе. Довязали до накида, теперь нам нужно накид и следующую петлю провязать вместе. Для этого накид мы переснимаем, следующую петлю снимаем, разворачиваем и провязываем эти две петли вместе изнаночной снизу. Дальше у нас идут изнаночные петли. Довязали до следующего накида, переснимаем следующую петлю, разворачиваем и снова провязываем 2 петли изнаночной снизу. И дальше провязываем все петли изнаночными до конца. Довязали ряд, и вот такое небольшое углубление у нас получилось. Теперь мы будем сшивать плечи. Для того, чтобы ниточку не отрывать, мы будем сшивать плечи по открытым петлям с помощью крючка. У меня идет вот здесь рабочая нить от спинки. Мы присоединяем с вами полочку правую. Выворачиваем на изнаночную сторону. Вывернули на изнаночную сторону, начинаем сшивать. У меня крючок 3,5 мм. Мы подхватываем с вами петлю с одной спицы, подхватываем петлю с другой спицы и через 2 эти петельки проводим рабочую нить. Снимаем эти петельки со спиц. Сильно затягивать не нужно, чтобы плечо не получилось сжатым. Снова подхватываем петлю на одной спице, петлю на другой спице, проводим через эти 2 петли рабочую нить и сразу через ту петлю, которая была на крючке. 2 петельки со спиц снимаем. Продолжаем делать все таким же образом. Нам нужно будет сшить только петли плеча. У нас должны остаться петли планки. Петли плеча закончились, оба маркера мы снимаем. Эту петельку, которая у нас на крючке, мы закидываем на ту спицу, где у нас идут петли спинки. Здесь у нас, напоминаю, петли планки остаются. Теперь ниточку, которую мы сшивали плечо, можно отрезать, оставив кончик для того, чтобы потом можно было спрятать. Выворачиваем работу на лицевую сторону. И вот такой шов у нас получается. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. То же самое мы делаем со вторым плечом. На втором плече у нас также осталась с вами ниточка. Мы этой ниточкой будем сшивать с вами плечо. Но после того, как мы его сошьем, мы не будем обрезать ниточку, мы ее оставим. Также прикладываем 2 спицы друг к другу. Берем крючок и начинаем сшивать.
ту петельку, которая у нас с вами останется в конце, ее мы с вами перекинем на петли спинки. Мы шили оба плеча, и вот так выглядит наш кардиганчик на данный момент. У нас остались открытые петли на планках и открытые петли на спинке. Теперь мы будем вязать с вами планку сначала с одной стороны до маркера, затем с другой стороны до маркера. Маркер я поставила, разделив спинку на две части. У меня здесь 39 петель. 37 петель это по расчетам, и плюс еще 2 петли у меня ушли от сшивания плеч. Итого 39 петель. Я разделила их следующим образом. Здесь у меня 20 петель, здесь у меня 19 петель. И после того, как мы с вами сшили плечо, у нас здесь остались петельки. И до тех пор, пока мы не дойдем до открытых петель, мы будем вязать планку и поднимать одну из петелек. Начинаем вязать планку на правой полочке. У меня идет лицевой ряд. Поэтому я вяжу следующим образом: кромочную снимаю, лицевую снимаю, рабочая нить за работой, изнаночную провязываю, лицевую снимаю, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Последнюю изнаночную петлю я не провязываю, а переснимаю ее на правую спицу. Теперь подхватываю петельку, получается, вот отсюда. Делаем все на глаз, чтобы было аккуратно. Подхватили петельку, переснимаем ее и непровязанную изнаночную петлю на левую спицу. И теперь эти две петельки провязываем вместе изнаночной. Работу разворачиваем, вяжем изнаночный ряд. Здесь мы петельку кромочную снимаем, а дальше вяжем по рисунку. Изнаночную провязываем изнаночной, лицевую лицевой. Довязали, работу разворачиваем. Снова вяжем лицевой ряд. Провязываю все петли, кроме последней изнаночной петли. Изнаночную петлю переснимаем, и снова нам нужно поднять петельку. Подняли, перекидываем и провязываем эти две петельки вместе изнаночной. Провязываем изнаночный ряд. Кромочную снимаем, дальше по рисунку. Провязали. Так, можно еще одну петельку здесь захватить. Провязываем так до тех пор, пока у нас не закончатся здесь петли, мы не дойдем до открытых петель. После того, как мы дойдем до открытых петель, делаем все то же самое, только теперь мы будем не поднимать петельку, а провязывать последнюю кромочную вместе с той, которая у нас вот здесь на спице. Вы смотрите по своему кардигану, по своей планке. Если она у вас очень плотная получается, тогда вы провязываете по одной петле, то есть одну эту петельку с планки и одну эту петельку. Если она у вас слишком широкая получается, тогда вы провязываете одну петельку с планки вместе с двумя петельками по спинке. Можете их чередовать. Например, сначала провязали одну петлю, затем провязали две петли, одну-две. И так провязываем до середины спинки. Я довязала планку на правой полочке, и вот так она у меня выглядит. Ниточку я отрезала, оставшиеся петли оставила на спице. Теперь мы будем вязать планку на левой полочке. Вяжется она в точности так же, как мы вязали эту планку. Единственное, что мы уже будем присоединяться не с лицевой стороны, а с изнаночной стороны. И сейчас я вам более подробно покажу, как я вязала с этой стороны планку. После того, как мы с вами соединили плечо, у нас рабочая нить стала вот здесь, на петлях спинки. Для того, чтобы мы не отрезали нить, заново не присоединяли, я предлагаю сделать вам
протяжку. Здесь ниточку подтягиваем, оставляем вот такую протяжечку. И начинаем вязать с вами один лицевой ряд. У меня идет здесь изнаночная петля. Провязываю изнаночную, лицевую снимаю. Довязали ряд до конца, работу поворачиваем. Теперь вяжем изнаночный ряд. Он вяжется у нас по рисунку, вяжем полностью до конца, не довязывая последнюю петлю. Осталась у меня лицевая петля, я ее переснимаю. Здесь я поднимала 3 петли вот по этой стороне, когда вязала правую планку. Здесь делаю то же самое. Подняла одну петлю и перекидываю на левую спицу 2 петли и провязываю эти 2 петли лицевой. Провязали, поворачиваем работу, кромочную снимаем и вяжем с вами лицевой ряд. Довязали лицевой ряд, работу поворачиваем. Теперь снова будем с вами присоединять планку. Вяжем по рисунку до тех пор, пока у нас не останется одна петелька. Последнюю петлю я переснимаю на правую спицу, и мне снова нужно найти одну петельку. Нашла, надеваю на левую спицу и теперь провязываю 2 петли вместе лицевой. Поворачиваем работу, вяжем лицевой ряд. Довязали, работу поворачиваем, и мне осталось еще поднять одну петельку, прежде чем я перейду к открытым петлям. Работу поворачиваем, вяжем лицевой ряд. Все, я подняла 3 петли по косичкам, и теперь я буду переходить к открытым петлям. Начинаю вязать изнаночный ряд, не провязывая последнюю петлю. Осталась одна петля лицевая, ее переснимаем. И теперь здесь мы будем провязывать не одну, а 2 петельки. Для этого мы одну петлю пока переснимаем. Это та петля, которая у нас получилась после сшивания полочки и спинки. Следующую петлю со спинки мы разворачиваем. Теперь перекидываем еще 2 петли и провязываем их все 3 вместе лицевой. Работу поворачиваем и вяжем лицевой ряд. Кромочную снимаем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Продолжаем дальше вязать. Мы провязали сразу 3 петли,
Теперь мы будем провязывать по одной петле. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Вот она, моя лицевая петля. Я ее переснимаю. Здесь петельку я разворачиваю и провязываю 2 петли вместе лицевой. Вяжем лицевой ряд. Снова вяжем изнаночный ряд, где подхватим сначала одну петельку. Переснимаем, петлю разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой. В этом ряду будет небольшое изменение. Провязываем петли до тех пор, пока не останется одна петелька. Переснимаем петлю. Теперь мы будем разворачивать на левой спице не одну, а 2 петли. И провяжем вместе 3 петельки. Давайте провяжем с вами лицевой ряд. Вот что у меня получается. И дальше до конца ряда я буду продолжать вязать таким же образом. Сначала я провяжу 2 петли вместе, затем снова 2 петли вместе, а затем уже 3 петли вместе. Снова повторяю 2 петли вместе, 2 петли вместе, 3 петли вместе. И так до конца ряда. Довяжем с вами до конца и встретимся, когда нужно будет соединить планочку. Я довязала вторую планочку. У меня также здесь остались открытые петли. Теперь нам нужно будет соединить обе планки по открытым петлям. Соединять можно любым способом. Я буду делать так же, как и на плечах. То есть буду сшивать эти 2 детали с помощью крючка. Выворачиваем наше изделие на изнаночную сторону. Вот моя рабочая нить. Беру такой же крючок, как и при сшивании плечей, и начинаю сшивать. Подхватываю одну петельку, подхватываю вторую петельку и сквозь эти 2 петли продеваю рабочую нить. Повторяю то же самое. Петля на одной спице, петля на другой спице, вытягиваю рабочую нить и провожу сразу через ту петлю, которая была на крючке. Сшиваем так обе детали до конца. Закрыли петли до конца. Вот такой шовчик у нас получается с лицевой стороны. И вот так вот он выглядит с изнаночной стороны. Ниточки, которые остались, мы затем с вами спрячем. И теперь начнем вязать с вами рукава. Вязать рукав мы будем бесшовным образом, поэтому нам нужно будет поднять петельки. Никакого правила по поднятию петель нет. Главное делать это таким образом, чтобы у нас начало рукава было аккуратным и здесь не было никаких дырочек. Начинаем поднимать петли мы с середины подреза. У меня здесь между полочкой и спинкой вот такие вот вытянутые петельки. И если я буду подхватывать одну из этих петелек, тогда у меня будет большая дырочка. Для того, чтобы этого избежать, первую петельку я буду делать следующим образом. Я подхватываю петельки на спинке, вот таким образом. Подхватываю петельки на полочке и вытягиваю рабочую нить.
Первая петелька у меня готова. Переснимаю эту петельку на спицы. Пересняла. Теперь мы поднимаем с вами петельки таким образом, чтобы у нас не было дырочек. Вот у меня одна петелька, вторая. И смотрите, дальше у меня идут кромочные петельки от полочки. Если я буду подхватывать, к примеру, переднюю стеночку, либо заднюю стеночку этой петли, либо буду подхватывать за обе, у меня будет большая дырочка. Для того, чтобы этого избежать, я буду поднимать петли следующим образом. Вот здесь вот у меня место соединения двух петелек. Вот оно. И я буду провязывать, подхватывать петли сквозь эту перемычку. Вот у меня следующие две петельки. Вот одна петля, вот вторая петля. И вот получается место соединения этих двух петелек. Следующая петелька готова. Снова нахожу место соединения двух петель. Вот оно у меня. И подхватываю рабочую нить. И таким образом я буду поднимать петельки. Вот раз петля, вот два петля. И вот место соединения этих петель. Вот оно, хорошо видно его. И так будем поднимать с вами петельки до конца. Вот так выглядит начало моего рукава. Если бы я поднимала за переднюю либо заднюю стенки, либо за полную петлю, то у меня вот здесь была бы дырочка. А так мне удалось эти дырочки избежать. Если же вы можете поднимать за полупетли, либо за полную петлю, и у вас не образуются дырочки, то поднимайте обычным способом. Я подняла все петли, и у меня на спицах сейчас 57 петель. Обязательно запишите то число, которое у вас получилось. И также желательно записать то количество петель, которое у вас получилось до начала плечевого шва, ну и после плечевого шва, для того, чтобы второй рукав у вас получился таким же. Вот так выглядит лицевая сторона, так выглядит изнаночная сторона моего рукава. И также можно посмотреть на готовом рукаве. Это у меня лицевая сторона. Это у меня изнаночная сторона. После того, как мы подняли все петли, нам нужно будет провязать 2 ряда лицевыми петлями без изменений. Просто провязываем 2 ряда по тому количеству петель, которое у вас получилось. Мне нужно будет провязать 2 ряда по 57 петель. Я провязала 2 ряда по 57 петель, и дальше мы перейдем к расчетам. Для того, чтобы связать тот рукав, который нам нужен, я буду вязать широкий рукав. Вот я здесь провязала 2 ряда, затем сделала прибавки. После прибавок я вяжу прямым полотном, вяжу и сделала убавки только перед резинкой. Вот такой широкий рукав у меня получился. Я схематично изобразила рукав. Ручкой я отметила мерки в сантиметрах. Красным фломастером я буду отмечать мерки в петлях. Здесь у меня 57 петель. Это те петли, которые у меня сейчас идут на спицах. Если перевести в сантиметры, разделив 57 петель на плотность вязания 2,29 петель, это получается примерно 24 сантиметра. То есть вот здесь вот у меня в начале 24 сантиметра. Я хочу, чтобы ширина моего рукава вот здесь, в самой широкой части, была 37 сантиметров. Перевожу 37 сантиметров в петли. Для этого умножаю сантиметры на плотность своего вязания. Получается 84,73 петель, либо округляю до 85 петель. Записываю вот здесь, что в самой широкой части у меня должно быть 85 петель.
То есть мне нужно будет прибавить 85 петель минус 57 петель, 28 петель. Чтобы узнать, как часто мне нужно будет делать прибавки, я 57 петель делю на 28 петель. У меня получается примерно 2 петли. То есть я провязываю 2 петли, делаю прибавку, провязываю 2 петли, делаю прибавку. И у меня должно получиться 85 петель. Убавки я буду делать только перед резинкой. Длина моего рукава 50 сантиметров. На резинку я выделяю 2 сантиметра. То есть мне нужно будет в длину провязать 48 сантиметров. Перевожу 48 сантиметров в ряды. Для этого 48 сантиметров я умножаю на 3 ряда. У меня получается 144 ряда. То есть мне нужно будет провязать 144 ряда. Провязываю их я без изменения. Итак, приступаем к вязанию. Сначала мы делаем с вами прибавки. Мне нужно будет делать прибавки после каждой второй петли. Я провязываю 2 петли, 1, 2, делаю прибавку из протяжки, накидываю протяжку на левую спицу и провязываю скрещенную лицевую петлю. Снова провязываю 2 петли, 1, 2, делаю прибавку. Итак, я буду делать прибавки после каждой второй петли до конца своего вязания. После того, как я провяжу этот ряд, у меня должно быть на спицах 85 петель. Я провязала ряд с прибавками, и у меня здесь сейчас 85 петель. Этот ряд у нас в расчетах не учитывается. Дальше мне нужно будет провязать 144 ряда без изменений, без прибавок, без убавок. Просто прямым полотном я буду вязать 144 ряда. Когда мы с вами провяжем эти ряды, встретимся, чтобы сделать расчеты на убавки для вязания резинки. Я провязала 48 сантиметров рукава, и дальше я буду делать убавки, прежде чем начать вязать резинку, чтобы мой рукавчик выглядел вот таким вот образом. И для того, чтобы знать, сколько петель нам нужно будет убавить, вернемся к нашим расчетам. Обхват запястья моей модели 14 сантиметров. На свободу облегания я прибавляю 5 сантиметров. Итого обхват запястья у меня получается 19 сантиметров. Перевожу 19 сантиметров в петли. Для этого умножаю на плотность своего вязания. У меня получается 43,5, либо округляя до целого значения 43 петли. Переписываю вот сюда. 19 сантиметров это 43 петли. Получается, что мне нужно будет от 85 петель убавить 43 петли. 85 минус 43 петли получается 42 петли. Это количество петель, которые мне нужно убавить. Было 85 петель, надо, чтобы стало 43 петли, то есть убавить 42 петли. Это практически половина. Получается, что мне нужно будет убавлять каждые 2 петли. Для убавок мы берем спицы меньшего размера. У меня это спицы 3,25. И начинаем делать убавки. Для этого провязываем 2 петли вместе. Снова подхватываем 2 петли и провязываем их вместе. Итак, мы провяжем по 2 петли вместе на всех 3 спицах. Я довязываю последнюю третью спицу. У меня здесь 41 петля. Это у меня 42 петля. И остается одна последняя петелька, она 43. После того, как мы сделали с вами убавки, мы будем вязать резинку 1 на 1. У меня резинкой 1 на 1 будет провязано 2 сантиметра. И для того, чтобы я могла вязать резинку 1 на 1, мне нужно, чтобы здесь было четное количество петель. У меня здесь 43 петли. Поэтому я беру последнюю петельку, которую я провязала одиночно, перевожу ее вот сюда, вот на первую спицу
И теперь провязываю эти 2 петли вместе лицевой. Таким образом я убавила 1 петлю. У меня теперь здесь на спицах 42 петли. И дальше я начинаю вязать резинку 1 на 1. Лицевую я провязала, дальше у меня идет изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, мы с вами провяжем по кругу череду лицевые изнаночные петли и будем вязать до тех пор, пока высота резинки не достигнет 2 сантиметра. Затем мы с вами встретимся и сделаем эластичное закрытие петель. Я провязала 7 рядов резинки и начинаю вязать 8 ряд, в котором я буду закрывать петли. Как я уже говорила, петли мы будем закрывать эластичным способом. Провязываем 1 петельку лицевой. Дальше у нас идет изнаночная. Перед изнаночной мы делаем накид от себя. Сделали накид, провязываем изнаночную петлю. Теперь мы накид накидываем на изнаночную петлю. И первую петельку накидываем на вторую. Дальше у нас идет лицевая петля. Когда у нас идет лицевая петля, мы делаем накид на себя. Сделали накид, провязываем лицевую петлю. Теперь накидываем накид на провязанную лицевую петлю. И дальше первую петельку накидываем на вторую. Снова идет изнаночная, делаем накид от себя, провязываем изнаночную петельку, накидываем накид, накидываем петельку на петельку. Лицевая петля, поэтому накид делаем на себя. Провязываем лицевую петлю и снова набрасываем сначала накид, а потом петельку на петельку. Вот что у нас получается. Закрываем так петли до конца. Резинка на втором рукаве готова. Мы закончили с вами вязать кардиган. Теперь прячем ниточки, пришиваем пуговки, делаем ВТО и встречаемся после того, как все сделаем. Посмотрим на наш результат. Я сделала ВТО, пришила пуговички, и вот так выглядит мой кардиган. Результатом я абсолютно довольна. Спасибо всем, кто вязал со мной, кто досмотрел это видео до конца. Всего вам доброго, до новых встреч!